Приветствую вас из Древней Греции, друзья! Меня зовут Олег Криволапов, и это третий выпуск Cyber Travel блога, проекта о путешествиях по виртуальным мирам. Мы уже бывали в Древнем Египте времен Клеопатры, но теперь игра Assassin's Creed Odyssey дала нам возможность окунуться в еще более седую античность – Грецию времен Пелопоннесской войны. Вперед! Не будем задерживаться. Как вы знаете, такой страны, как Греция, тогда попросту не было. Было понятие эллинского мира, объединившего разнообразные города-государства по всему Средиземноморью. Все вроде бы поклонялись одним богам, говорили на одном языке и называли себя эллинами, но договориться никогда толком ни о чем не могли. Даже когда кровавый царь Ксеркс вместе с огромной армией вторгся в греческие земли, условиться о совместных действиях эллинам было очень сложно. Отдельные города, такие как Фивы, и подавно приняли сторону Персии. Держись подальше отсюда. Что уж говорить о мирном времени, когда во время расцвета греческой цивилизации разразилась кровавая Пелопоннесская война длиной в целых 30 лет. Именно в этот период нам и предстоит посетить Грецию. Сегодня я даже не надеюсь охватить все. Тема огромна, как огромная территория, где я сейчас нахожусь. Поэтому давайте-ка, пожалуй, немного прогуляемся по столицам некоторых полисов. Начнем мы с Коринфа, где, собственно, уже и находимся. И этому поселению предстоит пережить не одно землетрясение и вообще полное уничтожение в будущем. Но пока это могущественный полис и крупнейший торговый порт Греции. Там внизу бурлит торговля и жизнь большого города. И неудивительно, ведь в Коринфе обосновалось более 300 тысяч человек, которых обслуживает около полумиллиона рабов. Фантастическая цифра для древнего мира. А вот это место наверху зовется Акрокоринфом, то есть Акрополем Коринфа. Располагается оно на отвесной скале, а с крыши открывается один из лучших видов в Греции. И не спрашивайте, как я сюда залез. Крыша, кстати, непростая. Она принадлежит храму Афродиты. Здесь, как говорил великий Фемистокл, все дни напролет мужчины служат Афродите с женщинами, а женщины с мужчинами, прерываясь лишь на сон и еду. Поразительная набожность. Но показывать этого мы вам, конечно же, не будем. Сам храм, кстати, очень красивый, так что их вполне можно понять. Понять можно и то, что в городе располагается рекордное количество публичных домов, называемых здесь парнийонами. Там работают как свободные гречанки, так и рабыни. Цены на услуги тоже, разумеется, разнятся. Услуги лучших гетер, начитанных, умных и очень интересных в общении женщин сопоставимы со стоимостью хорошей триремы. Триремы, к слову, тоже изобрел местный кораблестроитель по имени Аминокл. Сами гетеры в плане профессии ближе к японским гейшам, нежели к обычным обывательницам парнийона. Образование обязывает. Их обучают не хуже, чем ораторов и философов, за что последние их ожидаемо недолюбливают. Кстати говоря, самая знаменитая школа гетер тоже находится здесь, в Коринфе. Есть даже известное выражение «не всякому плавать в Коринф». Оно означает, что без достаточного количества драхм сюда лучше не соваться. Дорого здесь все. Недвижимость, еда, рабы и тем более возможность провести вечер в обществе гетеры. Оно и понятно. В городе расположились аж 2 крупных порта, да и сам Коринф находится на пересечении нескольких торговых путей. Дабы умилостивить морского бога Посейдона, уже погубившего несколько цивилизаций, местные воздвигли в его честь вот такую запоминающуюся статую. В общем, с торговлей деньгами и бизнесом тут все хорошо, как и с изобретениями. Знаменитые коринфские шлемы, которые мы с вами отлично знаем, тоже производятся именно здесь, а затем поставляются и в соседнюю Спарту. Они бывают как обычными, так и с характерным гребнем. Шлем отлично защищает голову и лицо, но ограничивает обзор. Как вы понимаете, знаменитая греческая фаланга, прикрывающая тебя с боков боевыми товарищами, идеально подходит для ношения именно таких шлемов. На флагах Коринфа можно заметить коня, причем не простого, а крылатого. И это тоже не случайно. По преданию, здесь, у источника Пирены, сын коринфского царя Главка поймал знаменитого Пегаса. Конь мирно попивал водицу из родника, когда того схватил царский сын. Сейчас это место ожидаемо превратили в святилище. Есть в городе и еще один родник Пирены, и он тоже является одной из городских достопримечательностей.
По преданию, он соединен с тем источником на Акрокоринфе. По факту же здесь любят отдыхать и обмениваться слухами горожане. Но, в отличие от Агоры, главной площади, тут, как видите, куда спокойнее и приятнее, и можно даже помочить ножки в особенно жаркие дни. Неподалеку от центра города находится Дромос, местный цирк, предназначенный для гонок на колесницах. Подобные состязания были сродни современному футболу, поэтому именно состоятельные возницы и болельщики сильнее всего повлияли на быстрое развитие знаменитой греческой скульптуры. Когда тебе предлагают кругленькую сумму, поневоле вложишь в работу все свое мастерство. Жаль, но сейчас гонок здесь нет, поэтому, как видите, территорию используют для тренировок коринфские атлеты, готовящиеся к Олимпиаде. Ну а закончим нашу прогулку по Коринфу мы вот этим. Это дерево, но на самом деле не дерево, а искусственная скульптура. Как утверждают местные, работы тех самых знаменитых циклопов. Насчет циклопов лично я совершенно не уверен, но выглядит эта голова зловещей медузы Горгоны действительно впечатляюще. Вот такой вот он, греческий город Коринф во времена своей наивысшей славы. Лично мне здесь очень понравилось, но пора отправиться на юг, в знаменитую Спарту. Оскорбление? Нет, это Спарта! Собственно, именно здесь, у ворот города воинов, я с вами сегодня и попрощаюсь. Как вы понимаете, дальше будет еще интереснее. Ставьте плюсик в комментариях, если хотите в Спарту, или пишите название другого города Древней Греции, если желаете попасть куда-то еще. И, конечно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и неистово жать на колокольчик, будто он — это персидский воин, а вы — царь Леонид. До встречи в Греции. Пока! Sono να ρακολούθη, αρεστητώνει τόρον. Είδε ιεραρούς ή τους τολμώντας, ευκαρδίως προσκοπήν, των σφών πότμων. Δεκαιέ, σκυπτούχε, κούρε δημάτορ, Παγαλένησε, ηλιόμο και τες πέμφυξίλιο,